Какая мысль о тебе не дает ему покоя? Какие мысли о тебе не дают ему покоя? Приветствую всех, друзья. Расклад Таро на отношения, на мысли, чувства загаданного человека к вам. Больше, конечно, подойдет для женщин расклад, но если мужчины хотят посмотреть, то можно и посмотреть и со стороны на женщину, или сравнить свои мысли, чувства, и даже, может быть, где-то посмотреть, как они вплетаются в вашу ситуацию, и отследить просто свое, что-то внутреннее. Настраивайтесь на себя, на своего партнера, на своего мужчину, на свою женщину. И по традиции мы начнем с того, что посмотрим, какая ситуация в отношениях у вас на здесь и сейчас. Итак, давайте посмотрим, что происходит в ваших отношениях сегодня. Ну, смотрите, здесь страсти накаляются, как минимум один из партнеров, здесь женщина, но может быть и мужчина, да, кто-то хочет контролировать ситуацию, не хочет упускать выгоды, перспективы, возможности, да, не хочет отпускать своего партнера как минимум по ряду причин, да, причины могут быть абсолютно разные. Причем один партнер, скорее всего, ведет себя как-то откровенно, а второй что-то может скрывать. И как минимум рассчитывать на перспективу здесь пока что еще хочется. Дальше, всадница воздуха. Здесь интересная карта, где женщина как будто бы держит мужчину возле себя. Она, с одной стороны, может его держать, с другой стороны, хочет его обуздать. Да, вот так вот. И точно вот здесь женщине не интересно терять мужчину. А мужчине, скорее всего, хочется на свободу, да, но он то вспыхивает, да, то успокаивается. Ситуация неоднозначная, и женщина здесь может быть достаточно такая умеющая управлять ситуацией. Вот если учесть эти две карты, да, то мы видим, что как минимум женщина контролирует ситуацию и уже умеет, она понимает, или может быть еще не до конца, но хочет понять, как обуздать этого жеребца, чтобы он был как минимум в стойле, да, чтобы он никуда не ускакал от нее. Окей, хорошо. Дальше давайте смотреть. Следующая у нас позиция, что происходит, Луна. Тут вот в центре как раз карта центральная, Луна, не пойми, что происходит. Учитывая то, что вроде бы ситуация под контролем, и уже вроде бы есть некие понимания определенные, как контролировать эту ситуацию, но все равно что-то вот по Луне, какая-то загадка либо в этом мужчине, либо в этой женщине, да, остается. И элементы мистики или чего-то непонятного, как минимум это загадка, да, то есть вы что-то не можете понять своего партнера или партнершу. Может быть, кто смотрит на магию, да, может быть в центре и магия. Посмотрим, какие еще карты будут выпадать помимо. Это больше такие психологические карты, да, здесь мы не смотрим именно диагностику негатива. Кстати, скоро посмотрим. Но здесь давайте так скажем, все равно вот вы вроде бы и поняли, но не до конца что-то. Есть какая-то некая недосказанность, как минимум в чувствах, да, у женщины или у мужчины есть недосказанность в чувствах. Окей, давайте дальше смотреть. Кстати, здесь еще такое, женщина, скорее всего, она не до конца открыта, несмотря на то, что это женская тайна всегда. Она не до конца открыта, несмотря на то, что контролирует ситуацию. То есть есть такое ощущение, что женщина что-то скрывает. Может быть, мужчины, прислушайтесь, да, у меня это из потока идет. Может быть, действительно, вам как женщине, да, если женщина смотрит, то вам есть что скрывать, может, вам и не нужно скрывать что-то. Дальше, может ли здесь быть ревность у женщины из-за мужчины по поводу того, что может быть соперница? Да, здесь она фоном может быть, потому что вот эта двойка, это тайна, да. Следующая карта есть такое, гуляющий, да, наш доктор, который гуляет то ли по больнице, то ли, может быть, это не больница, может быть, это просто холл какой-то, да, он в плаще в белом. Так вот, есть надежда, что мужчина никуда не денется, хотя он ведет себя как-то странно. Он может появиться и пропасть.
он может делать вид, что ему неинтересны эти отношения, да, или наоборот может делать вид, что отношения интересны, и они его зажигают, а потом раз остывает, да, вот эти вот две карты, они остывшие. Дальше здесь, знаете, как бы есть такое ощущение, что этот мужчина стремится на свободу, хотя, может быть, он и сам по себе такой, да, вот у него характер просто такой вспыльчивый, да, и он вот вспылил, ушел, а потом появился, понимаете, да, то есть есть элемент огня, с одной стороны, это надежда на отношения в будущем, а с другой стороны, это нестабильность мужской энергии, то есть может быть такое, знаете, что у мужчины пропадает интерес, и вот, нету интереса к женщине, да, то есть женщине приходится возбуждать этот интерес к себе, да, а он как бы остывает, понимаете. И вот эта карта, она ближе как бы к союзнической, к первой карте, да, и она говорит о том, что есть мужчина ведет себя неоднозначно, но постоянно как будто бы дает обещание какое-то и дает надежду на продолжение. Окей. Ну и королева воздуха. И здесь женщина, смотрите, опять что-то скрывает. Может ли здесь быть какая-то тайна у женщины к мужчине? Да, может быть. Есть непонимание. Почему говорю о непонимании? Ну, здесь Луна центральная карта, и она единственная. А королева воздуха — это попытка понять, попытка открыть глаза на что-то, на какую-то правду. Поэтому, как минимум, партнеры друг другу правды до конца не говорят, да, то есть не открывают какую-то тайну. И хотелось бы прояснить эту тайну, потому что все неоднозначно. Смотрите, близнецы и весы. Весы — это еще более-менее однозначно, но вот это вот бы и хотелось достичь однозначности, а вот здесь неоднозначно. Поэтому смотрите, если взять, посмотреть на вашу ситуацию со стороны, ситуация неоднозначна. Каким образом? Вроде бы как эти отношения постоянно нужны кому-то одному. Ну, например, женщине эти отношения нужны. Мужчины, вы тоже так можете смотреть на себя, как будто бы вам они нужны. А женщине вашей, да, если вы мужчина, не нужны, да, или то нужны, то не нужны, то хочу, то не хочу, да, то есть вот такие вот качели неоднозначные, да. И вот здесь весы, они как бы, то есть ваша тенденция, она идет к пониманию, как минимум кто-то стремится это понять. То есть либо женщина, либо мужчина в этих отношениях себя ведет нестабильно и транслирует неоднозначность. И что-то постоянно как будто бы скрывает, да, но оно, знаете, как оно проявляется? Оно проявляется именно на эмоциональном уровне. То есть вы считываете партнера, то, что он скрывает, то, что он врет или лжет, не по словам, а по физиогномике, да, то по чувствам, то, как он реагирует, да, то по мимике, да, то по попике, то по, поняли, почему еще. То есть вы как бы видите человека, читаете изнутри, да, его проявление, его ложь, она проявляется психоэмоционально, либо физиогномистически, либо соматически, еще так можно сказать. Постоянное обнадеживание и, знаете, я тебе обещаю, что скорее всего будет все хорошо. Потом какая-то происходит непонятка и обнадеживание, и качели при этом, да, то есть я обнадеживаю тебя, а потом поворачиваюсь вроде бы как спиной и что-то скрываю, да, то есть правды всей до конца не говорю, хотя и все прекрасно понимаю. То есть вы можете даже, вот у вас быть такая ситуация, где вы оба все прекрасно понимаете, но либо от себя правды не можете дождаться в этом ответе, не можете себе сказать правду, либо не можете признаться в правде своему партнеру, да, вот так. Либо ваш партнер не хочет говорить правду. Почему? Потому что ему выгодно возвращаться к вам. Но также где-то и нужно терять для того, чтобы возвращаться, да. Таких отношений лично в моей практике за горизонт. И я думаю, что оно, если я уже просмотрел такого много, да, то есть в личных раскладах, то и в жизни оно есть, и вы можете написать, похоже ли это на ваше или не похоже, это, имеете право, да. А если похоже, то насколько. Давайте теперь смотреть. Вот у нас тема сегодня, какая мысль о тебе не дает ему покоя, да.
Давайте первое. Какую перспективу он видит в отношениях, а потом перейдем к мыслям. Там у нас как бы инсайты будут по ситуации, да, подсказки. Давайте посмотрим, какую перспективу он видит. Ой, вы знаете, он уже немножко отчаялся вас спасать, да, то есть он видит, что вы где-то манипулируете, да, один другим манипулирует, и на манипуляции он агрится, да, то есть он агрессивный становится, поэтому чем больше он видит, как бы, как он видит перспективу? Он видит перспективу, где вы не просите вот именно вас спасать, то есть где вы не жертва, где вы как больше, вот, больше самостоятельная личность, а не слабая, да, больше сильная, а не слабая. Потому что на самом деле его это удручает. Пятерка ВД это удручающее, и он еще и агрится здесь. И Марс, и Скорпион, да, это такая агрессия, которая скрыта. Поэтому он видит ваши отношения на перспективу, где вы не пьете с него кровь, и он, скорее всего, мужчина понимает манипуляции, но не подает вида, потому что ему выгодно это продолжать как минимум. Ну или может быть мужчине, может быть женщине так выгодно, чтобы вы, например, были слабые, а она была сильная, но она виду не подает, потому что она контролирует ситуацию здесь. Окей? Окей. Дальше давайте посмотрим, на что согласен ваш партнер и чему он готов подчиняться. Чему готов подчиняться ваш партнер? Ну, смотрите, здесь действительно пока что партнер согласен подчиняться и согласен даже где-то подстраиваться под волю женщины. Да, он может еще, точнее, он может уже понимать, что им манипулируют, но пока что он готов исполнять желание, волю, желание и волю женщины. Но женщина тоже тут может готова быть подчиняться. Она, видите, тут исполняет на флейте, да. Ну и тут уже все зависит от того, из чего это флейта, да. Ну, загадываете желание, может, как раз с боем часов вы подберете нужные ноты для игры на этой флейте. Хорошо, давайте посмотрим. Вот эта карта Луны, она что обозначает? Какую тайну она обозначает, эта Луна? Что скрывает партнер? Ну, здесь все хорошо пока. Здесь скрытое счастье. Ну, как минимум, женщина может скрывать, что она счастлива от процесса. Или мужчина может скрывать, что он счастлив в этом процессе. Поэтому, знаете, кому-то действительно выгодно. И у каждого из партнеров здесь своя выгода и свое счастье в этой ситуации. Поэтому вот может быть и мужчина готов подстраиваться, и женщина готова подстраиваться. Почему? Потому что у мужчины здесь свое счастье, а у женщины свое. Не знаю, какое оно тут может быть. Например, у мужчины секс, у женщины там мужчина, да, ну, например, да. Или у мужчины эмоции, он пьет энергию, да, эмоционально женщины. А женщина любит, когда с нее пьют энергию, она счастлива, понимаете? То есть тут мотивация может быть абсолютно любая. То есть скрытая тайна заключается в том, что каждый тащится, как говорится, да, в этой ситуации или получает удовольствие, ну, скрыто, да, то есть кайфует. А я кайфую, да. Вот, например, мужчина рассуждает, а я вот ее потерроризирую, да, там у нас что-то с ней происходит, произойдет, да, я подпитался энергией, ушел, а она там себе сидит, волосы рвет. Или наоборот, да, а потом я опять появился, она успокоилась. То есть тут, знаете, как вот такие страсти-мордасти, психоэмоциональные качели, какие-то постоянные перемены, какие-то что-то постоянно новое, какая-то постоянная изюминка, какой-то элемент мистики, какой-то элемент неадекватности даже, да, но она тут здравая неадекватность в принципе, хотя жестковато может быть, вот эта карта, она достаточно жесткая. Поэтому иногда это там сильно жестко, иногда послабее жестко, да, но все равно оно все время в динамике. Почему? Потому что близнецовый дом — это постоянная суета, но непонятно почему, да, вот почему оно так происходит, вот не пойми. То он появился, то он пропал, то он опять, ну вот постоянно какие-то приключения. На что надеется здесь мужчина, что он хочет получать? Ой, это здесь, знаете, вот мужчине надо просто любовь, ласка, забота. И причем, смотрите, это не только любовь, да, это еще и забота женщины о мужчине. Или, ну, как бы, чтобы о нем заботились, мы спрашиваем о мужчине. И ему нужно тепло, любовь и внимание. Как ни странно, вот иногда мужчинам тоже внимание надо. Поэтому, смотрите, самооценка мужчины, здесь она высокая, но она скрытая.
Вот услышьте это. Не всегда, не все мужчины свое эго выпирают. Есть такие мужчины, которые вроде бы такой, знаете, ну, спокойный, тютя, а внутри эго там ой-ой-ой-ой. Ну, на вид, да, но это или уже может быть и психопатом, да, такой маскирующийся, ну, либо так вот он, вот такой у него характер, да, вот так. Поэтому мужчина рассчитывает на то, что, ну, женщина просто залипла на него, да, вот так вот. Хорошо. А что здесь, в этой ситуации, женщину не должно волновать? Вот давайте проверим. Почему, спрашиваю, здесь вот смотрите, все равно, здесь весы. Вот, что уравновесит эту ситуацию с точки зрения женщины, да, или что успокоит женщину? Где-то таблетка с успокаивающим. Ну, здесь, знаете, как говорится, есть такая пословица, что мужчины любят глазами, а женщины типа ушами. Ну, это, в принципе, правильно, да, но, тем не менее, вот здесь женщина будет удовлетворена, когда она будет видеть результат. И что ее не должно волновать здесь, а ее не должен волновать, с одной стороны, результат, но с другой стороны, ее не должно волновать, как мужчина будет добиваться этого результата. То есть, по сути, с одной стороны, можно сказать, с одной стороны, да, ее не должно волновать наличие результата. Но с другой стороны, эта карта результативная, это вообще козерог, а козерог это управление результатом. Поэтому я бы так сказал, женщине здесь по барабану, каким способом мужчина добивается цели. И если он не добивается цели, то такой мужчина в этом раскладе ей должен быть по барабану. Вот услышьте. А там уже напишите себе, как у вас ложится эта карта и как она вам перекликнулась. Потому что мое толкование, оно вам просто как руна райда, да, дает направление, а вы уже помогаете себе сами. Окей? Окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Смотрите. Теперь мы перейдем, ну, по ситуации понятно, да, есть некие инсайты. Теперь перейдем к вопросам, которые касаются о мыслях вашего партнера, да. И мы найдем ту самую мысль, которая не дает ему покоя. Хорошо, в беспокойстве у него самая вот эта вот карта. Все остальное это более-менее карты покоя. Поэтому первая карта, которая нам может сказать, что его больше всего беспокоит, бесит, раздражает. Ну, смотрите, ему важно, чтобы вы подчинялись, чтобы вы ему подыгрывали. И вот эта мысль, что вы ему не подчиняетесь, она его просто выбешивает. И неважно, какой он, тютя или мачо, да, или что-то среднее между тютей или мачо, тю-мач, да, так тоже можно сказать, или мачут, да, ему важно, чтобы вы ему подчинялись. То есть этот человек тайно или явно хочет доминировать. Но вы уже напишите, он у вас хочет тайно доминировать или явно. То есть здесь десятка огня – это доминация. И я вам так скажу, может быть ему где-то и нравится, что вы его окружаете заботой и вниманием. Смотрите, здесь вот эта карта перекликается, а вот здесь вот эти карты, они ну, как бы союзные здесь идут. Да? Поэтому больше всего ему не дает покоя, что вы выйдете из-под контроля. Может ли он вас ревновать? Да. Может ревновать в открытую, а может быть и скрыто. Потому что здесь ну, оно перекликается очень сильно. Дальше. А вот теперь, смотрите, вот эта вот карта беспокойная. На втором месте, какая вторая мысль не дает ему покоя о вас? Ну, смотрите, здесь секс. Ну, секс и вожделение. Да, то есть, я так думаю, что, может быть, конечно, вы зависите от него сексуально. Но у меня такое ощущение, что вы богиня секса. Да? Тут женщина, по идее, богиня секса, но сам мужчина каким-то образом может обладать такой энергией, которой он делает эту женщину очень сексуальной. Понимаете, да? То есть он, ну, как бы ее разжигает, эту женщину, да, получается, вроде бы как, да, он здесь такой проводник, да, как будто бы. Поэтому, смотрите, вторая мысль о вас, которая ему не дает покоя, это сексуальность ваша. Соответственно, отсюда может быть и ревность, ну, что вы достаточно открыты. А с другой стороны, если он чувствует, что вы к нему охлаждаетесь, тогда он начинает беситься. Ну и мужчины то же самое, слушаете, да, это и если мужчина смотрит, да, то соответственно это ж вас касается.
Хорошо, ну и вот получается третья мысль, которая вообще очень сильно замаскирована под лицом счастья. Да? Он как будто бы видит, что вроде бы какое-то счастье он получает, и что вы вроде бы не выскакиваете из отношений, держитесь, да, за вот эту карту. А все равно не дает покоя вот эта Луна, потому что здесь у нас Луна управляет всем раскладом, и обратите внимание, есть только один старший аркан. Вот Луна, и все, и больше никаких старших арканов нету в фабуле и в инсайтах. А по мыслям, ну, уже как бы... Ну и как бы и нет, да. То есть есть по сути некая скрытая мысль, вообще такая, как будто бы под маской. То есть он думает, но ее вы можете только в эмоции поймать у человека. Вот смотрите, как будто бы, знаете, это мы делаем такой с вами, как он, детектор лжи по его физиогномике, да? Какая мысль о вас не дает ему покоя. Манипуляция. Манипуляция, и все-таки он боится манипуляции. Он боится, что вы с ним не честна, хотя сам может себя вести неадекватно, ну, как бы с точки зрения честности. И что вы не дадите ему шансов, какой-то второй шанс. То есть он с вами ведет себя жестко, грубо, вызывающе, провоцирующе, да, постоянно, но при этом боится вас потерять. Вот этот вот момент. Ну, по сути, вот если проще сказать, он или она, ну, это я для мужчин говорю, она, а для женщин он боится, что вы ему дадите пендаля, то есть дадите коленом пацат и отправите его подальше. Ну, хотя, смотрите, женщине потерять мужчину гораздо сложнее. Ну, я не говорю, что всем, но в общем психика женщины так устроена, что ей выходить из отношений жестче и тяжелее, и трансформация происходит жестче и тяжелее и на психологическом уровне, и на биохимическом уровне, и на эзотерическом магическом уровне. Все три уровня, они для женщины, ну, женщины, они хоть и ведьмы, да, но страдающие, да, вот мужчине легче пройти этот порог, да, преодолеть болевой порог, страдания, развода, например, и так далее. Хорошо. То есть вы поняли, да, вот услышали, по сути, у него на первом месте вот эта мысль все равно, на втором месте вот эта мысль, и на третьем месте вот эта мысль. То есть три главных мысли, которые ему не дают покоя. А теперь давайте посмотрим его чувства к вам, которые, вот они не поддельные, они честные, но они не всегда стабильные к вам. Не поддельные, честные, но не всегда стабильные. Это сексуальные чувства, то есть вы его возбуждаете, но периодически они нестабильные, то есть он теряет интерес, то есть вот не стоит, условно говоря, ни на вас, ни у нее, ни у него, да, то есть это сексуальное возбуждение. И смотрите, чувство значимости, то есть действительно у этого партнера близнец и весы очень сильно проявлены, поэтому вы для него то очень значимы, то он вас обесценивает, понимаете, да? О чем это? Может свидетельствовать о каком-то психологическом отклонении или о каком-то психологическом кризисе между вами. То есть с этим человеком желательно быть, ну, поаккуратнее, да, то есть помягче, или вообще никак не быть. Башня – это идеализация, с одной стороны, а с другой стороны очень сильное возбуждение. Этот человек может быть очень-очень резким, да, поэтому, то есть какое чувство к вам, да, то есть это резкость возбуждения и идеализация, поэтому оно очень на контрасте, оно очень болезненно, эта карта очень болезненна, поэтому я вам так скажу. Здоровыми отношениями с этим человеком или здоровым отношением с этим человеком быть очень тяжело. Они постоянно на контрасте, на пределе, на максимуме, на адреналине, ну, на пике мощности, на высоких оборотах. И вот когда он перегорает, ваш партнер, да, и вы перегораете, ну, происходят вот эти паузы. То есть почему происходит пауза? Потому что уже энергии ни у вас, ни у него нету. И происходят какие-то паузы, да. Поэтому если вы сейчас думаете, конец это или пауза в отношениях, по этой карте можно сказать, что конец. Но это нифига не конец, он отдохнет, и ему нужно будет опять получить эту долю, ну, там, эндорфинов, да, или адреналина и так далее, да. Довести до максимума. Хорошо.
какое чувство к вам его вообще не, ну, как бы в нем вообще не вызывает ничего, да, то есть какие чувства или что его не трогает в вас вообще, да, вот чем его не возьмешь, этого человека. Ну, смотрите, его не возьмешь тотальным контролем. Это тотальный контроль, здесь шестерка огня, и причем здесь победа, да. То есть, если вы возьмете его полностью под контроль, ему по барабану, он все равно найдет способ, как убежать по вот этой карте. То есть, он придумает что угодно. То он превратится или в доктора, да, а сегодня он превратился в доктора, а завтра он превратится в смотрителя, в ночного портье, а послезавтра он превратится там в ночного сторожа, а еще послезавтра он превратится там в обходчика, путевого обходчика, а потом он превратится там в ночного какого-нибудь диктора или еще в что-нибудь, да, вот такое. То есть он не боится вашего тотального контроля и не боится вашего доминирования. То есть ему показать свою слабость — это не факт, что он слаб. Он таким образом очень как бы исполняет свою роль слуги. Поэтому даже если вы будете для него явно выраженной госпожой вдруг, да, где вы здесь контролируете вроде бы как в зависимом состоянии, то где ситуация, где вы возьмете полностью, он не будет этого бояться. Я же говорю, он найдет как выкрутиться, да, вот как он любую пробку из бутылки выкрутит вам, там, со штопором, без штопора, да, с ножом, там, вилкой, рукой выбьет, да, так он и откроет себе дверь на свободу, да, вот так. То есть, по сути, ну, удержать этого жеребца, как бы вы ни хотели, да, вам будет все равно тяжело, если вы его в чем-то и подозреваете, то он найдет, во-первых, как это вам объяснить, обскакать, рассказать, да, и при этом сделать это выгодным для обоих, да, вот таким вот образом. Ну и давайте еще посмотрим такие вопросы. Он по-настоящему ценит вас? Нет, здесь по-настоящему он вас не ценит, к сожалению. Но ему важно, чтобы все двигалось. То есть этот человек, он ветер или огонь, или земля, или вода, но нестабильный. То есть здесь вы его, скорее всего, не переделаете. В нем внутренний ребенок кружится очень сильно. И с этим человеком, знаете, помните, как... Ну... Не буду цитировать, да, но, в общем, короче, с животными, да, нужно лаской, да, и со стихией тоже нужно лаской. Вот он человек-стихия, поэтому он вас не ценит так, как себя. Где-то это скрытый нарцисс, очень-очень классно замаскированный. Или в этом нарциссе иногда просыпается что-то другое. Может быть совесть, может быть еще какие-то чувства. Когда он снимает наушники и слышит еще что-то кроме себя или своего мира, ну, тогда он начинает пытаться там оправдаться, да, то есть этот человек чаще всего будет оправдываться и выкручиваться из ситуации. Готов ли он вас потерять? Нет, он не готов вас терять. Десятка земли — это, во-первых, женщина достаточно важная. Он будет рядом и может даже игнорить вас, видите, но он будет в вашем окружении. Вы достаточно дорогие ему как персона, поэтому вряд ли он готов вас просто так терять. Ему вот этот вот карнавал, он, понимаете, он в нем чувствует какую-то жизнь, какие-то смыслы. Пусть они детские какие-то, да, может быть, не всегда. То есть, ну, пусть они достаточно инфантильные, но вы играете важную роль. Хорошо, какую роль вы играете в жизни этого человека? Если бы вы были роковой женщиной, но он ведет себя, партнер, да, как... Ну, смотрите, это вообще роковая карта, да, это рок. Поэтому, может быть, вы считаете, что вы здесь роковая женщина, но похоже... Ой, вы вляпались в ту самую ситуацию, как я часто говорю. Если вы думаете, что вами никто не управляет, значит, вами занялись профессионально, да? То, скорее всего, если вы думаете, что вы роковая женщина, то тут вы напоролись на рокового мужчину.
Ну, как минимум, роковые отношения – это крайне тяжелые отношения. И, может быть, вы и есть роковая женщина, я не спорю. Но, как минимум, он в вас видит, может быть, такового человека. Или он тогда вас видит как жертву, где он роковой партнер, а вы не роковая. Но если вы оба роковые, я вас поздравляю, в кавычках, да, будет очень весело. Вот так вот. Смерть есть аркан рока. Да? Хорошо, но это страсть, это очень сильная страсть. Ну и хорошо, давайте теперь посмотрим, а что вам делать, что посоветуют карты Таро для вас. Ну, здесь нужно понимать, что значит для вас партнер, что вы значите для него и что вы значите прежде всего для себя. Поэтому вам совет сразу же, то есть нужно понять, на каком месте у вас самооценка. Если самооценка у вас заниженная, ну, соответственно, вы будете жертвой. Если у вас завышенная, и вы роковуха, например, или роковик, да, ну, роковуха это женщина, а роковик это мужчина, да, то, ну, подумайте тоже и о себе, о своей роковитости, потому что роковой, ну, тот, кто роковой, да, если с точки зрения психологии, то это не очень комфортно. А с точки зрения магии, мистики, эзотерики, это еще и очень стрёмно вообще, да. Так что как-то так. Хорошо, понятно, да? То есть тут самооценка, услышали, увидели. Ну и последнее. Что вам делать? Вот ваши действия в этой ситуации, как совет просто. Ну, тут нужно продолжать снимать свое кино. Вот. Нужно сравнивать свои возможности со своими амбициями. Ну и пытаться, возможно, управлять ситуацией и быть режиссером этих отношений. Неважно, кто из вас роковой, кто из вас контролирует, а кто нет, и кто кому является в этих отношениях. Важно, чтобы этот фильм снимался дальше. Важно, чтобы были продолжения отношений, снимались новые серии. Ну и вообще эта карта, она означает обитель рака. Ну а рак, он обычно об оплодотворении. Поэтому важно видеть плоды ваших отношений и получать удовольствие, наслаждение от управления процессом. Світло вам та вашому синематографу. І я бажаю вам, щоб ви додивились цей відео ряд, який ви знімаєте у своїх стосунках до кінця і жодним чином не пожалкували про свої рокові відносини, якщо вони дійсно у вас насправді, як по цьому розкладу. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.